Любопытная ситуация развивается под Ростовом по инициативе местных коммунистов. Открыли мемориал Сталину, его установили на народные деньги. Вы знаете, действительно важный момент, но его важно понимать, наверное, все-таки с точки зрения, чем это продиктовано. Почему сейчас вообще много стали говорить о Сталине, вспоминать его там, сильную твердую руку. Но давайте сначала по новости, потом немножко от себя добавлю, основываясь на ваших же, дорогие мои, комментариях. 9 мая в рамках празднования 81-й годовщины Победы Великой Отечественной представители ростовского отделения КПРФ установили в хуторе Ленина-Ванна под Ростовом-на-Дону памятный знак в честь Иосифа Сталина. Мемориал был установлен в парке на улице Карелина по инициативе отделения КПРФ. Соответственно, по словам председателя ТСН Сергея Третьякова, памятный знак установили на народные деньги и идею поддержали местные жители. Теперь я со своей стороны, если позволите, парочку копеечек к этому добавлю, основываясь опять же на комментариях людей. Не просто, что люди пишут, такая-то тема, то-то пишут, такая-то тема, тот пишет. Я рассматриваю криминальные события, несправедливость, этому очень сильно уделяю внимание. И вы знаете, там, где несправедливость, там и появляются зачастую ностальгические нотки в комментариях по поводу того самого Сталина, который и чиновничков расстреливал, а не наоборот, чиновнички народ. Ну, хотя и такое бывало. Я к чему? К тому, что вообще при нем... Если чистили, то уже чистили всех и не было такой разницы. Ну, по крайней мере, это осталось в истории. Конечно же, крайне спорная фигура. Сейчас я не об этом, а о том, почему люди к нему взывают, не знаю, вспоминают и какие-то ассоциации возникают. Попытка, как, опять же, мне бросалось в глаза, скажем так, пропаганды, подвести под то, что там Путин это Сталин, или он делает то же самое, или он собиратель, или он хочет Советский Союз. Ни черта он не хочет, кроме того, чтобы хорошо и сытно жрали его друзья. Ну, так это выглядит, потому что они сытно жрут. Всякие там Ротенберги, Тимченко, ну и прочие товарищи. Но интересует только, конечно же, чтобы народные средства, богатства, которые были, все это растащили и сейчас дотаскивают то, что осталось. Как пример из искусства, это когда Мосфильм просто прихватизировал вместе с Мосфильмом еще и достояние, то есть наследие народного творчества, то есть принадлежавшего народу, и автоматически, конечно же, после распада Советского Союза все это наследие должно было стать народным достоянием, соответственно, то есть, потому что на народные деньги снимались, Госфильмофонд все это захапал, там сидит какой-то Шахназаров, и, я так понимаю, стрижет купоны. Да больше того, уже больше нечего тащить от Советского Союза, тащат, находят, теперь Ленфильм выступает, мы тоже хотим владеть там, ну, то есть, я так понял, выступление ее главы, этого Ленфильма главы, что, ну, в общем, она тоже хочет жрать на советские деньги. Своего ничего не создают, все время что-то пытаются тащить, какие-то остатки уже на разрухе, опять же, того старого общества, то есть старой страны, что-то они в свою сторону тащат. Но попытка такая у людей, то ли пропаганда, как я сказал, ассоциировать, что ну вот надо вернуть Советский Союз, не знаю, социализм. Я думаю, что это говорилки, и на основе того, что на самом деле действующая власть, конечно же, боится. Потому что люди взывают, и, скажем так, не пугаются и не сносят эту стену, этот мемориал по одной простой причине. Потому что они воспринимают жесткую руку только с целью снести вот эти вороватые руки. Именно поэтому, на мой взгляд, и так называемый бунт Пригожина, поход на Москву, был поддержан всеми, где он проходил, и это было очевидно, как это не пытались заминать, народ там не восставал и грязью его не поливал. По сей день боятся самого имени Пригожина, мемориал его стоит рядом с мостом, где мемориал Немцова постоянно сносят, а мемориал Пригожина дышать боялись в его сторону. Сейчас на параде выходят, опять же, те, кто служили с Пригожиным, и, естественно, им никто пара сорта не пустит, ни про то, что они на Москву шли, ну, как-то стараются их не трогать. Это та самая сильная рука, которой люди ждут. Людям нужна защита, уверенность в своем завтрашнем дне. На мой взгляд, вот этот феномен, его как бы не преподносили, скорее я посчитал важным уточнить, почему это не вызывает такого полного отторжения, ну как бы прошлое, давайте смотреть в будущее. И именно потому, что, чтобы смотреть в будущее, надо, чтобы в настоящем тебе всего не запрещали, чтобы тебе давали возможность жить, самореализовываться и, ну, как-то строить и свою жизнь, и жизнь своей любимой страны. И Сталин, ну просто когда тебе нет с чем сравнивать. У тебя в прошлом Сталин, который построил что-то, что уважал весь мир, там хорошее, плохое, империя злая, или чего бы не было, но это была империя, черт побери. То, что сейчас разруха, какой-то попытки где-то выкручиваться, куда не прийти, куда не победить, везде проигрыш, что Африка, которая при Пригожине, кстати говоря, не проиграл, давайте оставим это тоже фактом. Поэтому люди, наверное, вот на мой взгляд, ищут твердой руки, хотя, опять же, можете не согласиться, здесь, наверное, немножко имхо, захотелось мне высказаться на эту тему, хотя я далек, я не люблю что-то обсуждать о прошлом, какое было прошлое, надо его помнить.
Да, кто старый помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Но помнить надо, но делать сегодня с той самой дальней перспективой в будущее, то есть инвестиции должны идти в будущее. Сегодня мы видим только, как растаскивают, как в народе говорят, подметки на ходу режет, просто у народа, не говоря уже о том, что еще и скот режет. Какая реакция будет у людей? Смотреть в будущее? Ну, как бы, туда смотреть можно, имея настоящее. Настоящее их уничтожают. Остается глянуть в прошлое, а в прошлом когда-то кто-то, с перегибом или нет, но все-таки похоже, что вставал на защиту этого самого народа. Вот как мне это видится. Еще раз, это на безрыбье. На безрыбье надо, каково? Ну вот Сталин, при Сталине там перегибы, не перегибы, но кто-то жил, больше того, чем-то было чем гордиться. Были победы. Это данность. На фоне какого-то просто постапокалипсиса. Так показалось мне, как показалось вам, пишите. Не стесняйтесь, у меня мнения разрешены. Ну где-то же они должны быть разрешены.